Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Леста Гейм. Сегодня у нас на обзоре ПТСАУ советская проходная прокачиваемая ветка 8 левела Су-101 с задним расположением башенки. Вот такая вот мини ПТ ОМОН на 8 левеле. Да. И прежде чем продолжим обзор, конечно же, прожми лайк под видео и подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами начинаем, и начинаем с бронирования. Go! Итак, господа, коллижн модель нашей Су-101. Ну и погнали. У нас есть корпус, есть НЛД, ВЛД и рубка. Что касаемо рубки, 203, ну, в целом 200, да. А хорошо ли это? Ну, блин, для 8 левела неплохо. Смотря как будет снаряд заходить, да, вот мы уже вот так довернули чуть-чуть, у нас уже, извините, 220 приведенки. А это значит, что такие танки, как Крайслеры, С5 и С6, обычным типом снаряда даже в НЛД не пробьет. Что касаемо ВЛД, 203, 217. Опять же, про те же танки обычным типом снаряд не пробьют. Голдой, одноклассники, ну старше понятно, будут пробивать ВЛД. Да, голдой, но только голдой. Теперь, ну не только там, какие-то даже и обычными. Касаемо рубки, маска у нас просто шикардосная, 300-500, хрен пробьешь, вокруг маски то же самое, 200, ну вот под маской 257 есть щели, а так в целом около 300. Сама рубка у нас 229, вверху 234, то есть снизу поменьше, вверх побольше. Есть еще вот такая штука на 224. В целом это все, эта броня, она призвана танковать от случая к случаю одноклассников обычные снаряды не голдовые. Все, что с голдой, могут иногда пробивать. Ну, не иногда, могут пробивать. Прям, да, я бы даже сказал, уверенно. Просто назвать прям лютой броней нет. Неплохая броня везде. И в НЛД, и в ВЛД, и в рубке, и в маске, и вот в этом лючке. Но голдой нет-нет пробивать будут. Боковое бронирование 75, рубка 121, но углов горизонтальной наводки не хватит играть от борта, поэтому, в принципе, нас этот режим не интересует. Касаемо модулей. Обязательно качайте топовую ходовую, топовый двигатель и топовую рацию. Это даже не обсуждается. Тем более по рации вообще разница там двухкратная по дальности связи. Ну и интересует пушка 10 левела. У нас ПТшка 8, а вот пушка 10. Естественно, интересует топовое орудие. 122 миллиметровка. Вот 440 альфа у нас на основном и голдовом, 530 на фугасе. Ребята, это все на 8 левеле у нас. Такая пушечка. Да, 258 пробития на основном. На голде 340. 68 на фугасе. 12,6 опять же на стоке данные заряжается орудие. ДПМ 200. Точность 0,42. 2,5 секунды. Время сидения. Все это опять же без учета улучшения оборудованием, перками и, возможно, инструкциями. А может еще и допаек будет стоять. Да, все это подрастет существенно. Но в целом бронепробитие и альфа явно не на 8 уровне эти все данные, а десятка. А ПТшка 8. Кайф. Касаемо полевой модернизации. Во втором слоте качаем усиленную ходовую. В четвертом блоке, а не слоте, прошу прощения, отстройку параллакса. В пятом настройка эжектора. В шестом вторым слотом берем на живучесть. По оборудованию, по сути, на мой взгляд, два варианта сборки. Всегда ставите досл в первый слот. Во второй ставите, как у меня, вентилятор, либо закалку. И в третий, и всегда рекомендую поставить сюда улучшенный прицел, улучшить точность. Да-да. По снарядам основной у нас бронебойный летит 850 метров в секунду. Голда кумулятивный снаряд летит те же 850 метров в секунду, равно как и осколочно-фугасный снаряд. По снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я пихнул доп-паёк, чтобы максимально раскачать возможности этой агрегатины. Вот. Теперь по плюсам-минусам в целом. Забыл, кстати, перки. У нас 4 члена экипажа. Перки наблюдайте перед собой в таблице. Так, теперь еще раз. По плюсам-минусам данного агрегата. Что касаемо пушки,
Ну тут просто все сплошные плюсы. Все, несмотря на скорость полета снаряда, они средние, но бронепробитие альфа явно не для 8-го левела, а стоит, естественно, на 8-м данная пушечка. У нас неплохая в целом точность, у нас комфортное время сведения орудия, достаточно для такой альфы быстро пушка заряжается. Единственный наш жирный, я бы даже сказал, прям минус, это отсутствие УВН. Минус 3 градуса, это, конечно, жесть. Ваш ствол всегда смотрит небо, и поэтому надо постоянно искать правильные места отыгрыша на этой тачке. Касаемо ХП 1100, опять же, учитывая наше бронирование, в одноуровневых боях это имбовая броня. И это имбовая тачка, и 1100 хп в сочетании с этой броней, это круто. Это прям даже круто. По мобильности 54 вперед, никаких проблем, быстро едет, быстро набирает. 18 назад у нас почти 18 лошадей на тонну удельная мощность, круто. Вот, даже есть незаметность, ребят, 44%, но это просто забей. Что, ну такая универсально штурмовая, да хотя и в кустах она может играться. И у нас незаметность, круто. Вот, 366 метров, у нас штраф там, да, сколько, 17, так был бы 370, 308. Ну, блин, да, кстати, неплохой обзор, как для универсальной ПТСАУ. Короче, ребята, играется, как я вот на ней точно играю, как ПТСАУ поддержки. Ни в коем случае не надо стоять в кустах, хотя иногда это и полезно делать, смотря на сетап, на карту, в которую вы попали. А вообще, конечно, я ее использую как поддержки. Идете за флангом средних либо тяжелых танков и по их засвету отстреливаетесь. Даже если иногда там немного засветитесь, перекатитесь, грубо говоря, да, вперед. Ничего страшного, броня позволяет выдержать удары, и очень часто она держит. Предлагаю уже отправляться в бой, давайте посмотрим, по сути, что из себя представляет Су-101 с такой интересной пушечкой. Погнали. Так, господа, обзор боем у нас Су-101, советская ПТСАУ, проходная ветка, прокачиваемая 8-й левел. В бой мы попали против девяток, это плохо, это, конечно же, плохо, но ничего не поделаешь, ничего не поделаешь. Даже не знаю, стоит ли нам ехать-то вперед, Ну, от борта мы там играть не сможем, где тяжи будут перестреливаться, правильно? Правильно. Поэтому нет, мы останемся на базе в этот раз. В кустиках будем играть. Да. Эхер, иди. О, зашло. Зашло. Хорошо, зашло. У нас левый фланг, дерьмо в горах, один танк. Нас там сейчас пушить будут. А я не попал в танк вообще. В принципе, не попал. Интересно. Хорошо, он не заехал, но как такое возможно? Вот. Вот это голда. Вот это приятно. Накидывать в кратер. Нет, больше не высунет. Нас прям на левом фланге поджимают. Ай-яй-яй как. Ай-яй-яй как поджимают.
Там огнемет катается, светит, да? И огнемет насветился. Огнемет у них насветился. Опять у них ЛТшка полетела. Слушайте, у нас тяжи все отлетели, по сути. Да, все. Я прямо ставки могу ставить в казино. Но вы поглядите, что происходит. Как я сказал, так и получилось. Тихо. Ух ты. Вот это я бортом ему подставился. Вот. Хорошо, с артой вместе вообще замечательно вышло. Так, ух ты. ТСТ. ТСТ. Блайндит. Блайнду. Ты гля, ведь даже не светится, стоит. Фантастик. Вот тебе, негодяйкин. Все, наигрался. Проверяй. Наигрался, проверяй. Ну, блин, неприятно получили АТ наша. Прям очень неприятно. Но смысла уже нет стоять на месте. Еще один поиграл. Ты, там вазончик катается. У нас дуэль с вазончиком. А он ДПМнее, чем мы, по-моему. Да. А он ДПМнее, факт. Ну, здесь победа. Двух удали. Вперед поехал. Ну вот сами видите, ДПМа не хватает. Хорошее пробитие. Альфа нормальная, но вот китаец оказался ДПМнее. Но он реально, это имба. По ДПМу просто люто на вазике. Чаще проиграем в легкую. Все, надо 704 расправился, да.
Стандарт, что ж делать-то? Что делать? Там целая ЛТшка осталась. Как же быть-то, как ее убить? Невинозы. Дал ему урон, да? Ты гля, 90 исполняет. Жить хочется. Не уехал. Победа. Ладно, в целом, по Су-101 хорошая с точки зрения поддержки, но никак с точки зрения штурмовая. Вот вам простой пример. Пробивают НЛД. Лютая броня в ЛД. Лютая броня в рубке. В люк хрен попадешь. Но НЛД дырявая. Как можно назвать эту ПТшку штурмовой? Нет. Она хороша, но как поддержка. Она хороша, но как поддержка. Вот. Ну здесь правильно написано-то у нее. Че я все штурмовая, что универсальная. Ну, универсальность ее как раз тем, что она поддержки. ПТ-САУ. Ладно. Ребята, у кого есть в ангаре, пишите свои комментарии, как вам это ПТ-САУ. Вот как вы ее оцениваете. Вот, в целом, да, какое вы используете оборудование. Вот, пишите комментарии. Как по мне, по пятибалльной системе, ну, очень плохо с УВНами все. Вот, и, конечно, НЛД. Ну, вся ветка такая, 2.6.3 такая, по сути, тачка, да. Вот ДПТ ОМОНа, они все примерно одинаковые. То есть, стиль игры, стиль бронирования примерно одинаковый. НЛД это боль этих ПТ-САУ. Но если бы вы еще и НЛД бы зашили, то это была бы просто грусть, печаль, по броне хрен пробьешь для противников. Вот, ставьте лукс, подписывайтесь на канал, а я вам говорю, до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.